Привет всем, привет, друзья, с вами Макс, и сегодня я вам хочу рассказать о моей машине и вообще о той лексике, которая связана с автомобилем. В этом видео будет 3 части. Первая – это короткая история, как и почему я ее купил. Вторая часть – это лексика. И третья часть – это фразы. Фразы, которые относятся к теме автомобилей. Давайте начнем. Итак, это машина ВАЗ-2107, или, как мы ее называем, семерка. Это классическая советская машина, которую начали выпускать еще в 70-х годах. Вот, но это машина 2001 года, то есть ей почти 20 лет. Вот, и, Макс, почему ты купил старую машину? Или по-другому, Макс, почему ты купил подержанный автомобиль? Да? Подержанный означает бывший в употреблении, или БУ. Да? БУ автомобиль, подержанный автомобиль, старый автомобиль. Макс, почему ты купил старый автомобиль? Вот, на самом деле, произошло так, что мои знакомые продавали этот автомобиль и продавали его очень-очень недорого. Поэтому я решил, почему бы не купить этот автомобиль. И вот сейчас, да, буквально несколько дней назад я получил права, и теперь я могу ездить на машине. Ура! Можете послушать подкаст о том, как я получал права. Вот, на самом деле эту машину я купил намного раньше, чем получил права. Вот, и эта машина, она полностью механическая. Здесь почти нет никакой электроники. Здесь нет каких-то... Здесь нет автоматических стеклоподъемников, да, здесь нужно делать все вручную, даже руль, здесь нет гидроусилителя руля, то есть тебе приходится работать руками и качать свои мышцы, да, ты рулишь и ты качаешь мышцы, вот, и на самом деле эта машина, ее в России многие любят, а многие ее ненавидят, да, и ну за что эту машину можно ненавидеть, за что ее можно ненавидеть? Ну, ее можно ненавидеть, потому что она очень такая механическая, аналоговая, в ней нет никакой электроники, она не очень комфортная, да, здесь нет кондиционеров, круиз-контроля и вообще ничего, вот, поэтому она очень некомфортная, да, ну, относительно, очень простая, и она не крутая, да, девчонкам не очень нравятся такие машины. Вот. Обычно им нравятся дорогие иномарки. Вот. Но за что люди любят эти автомобили? Да? Потому что много людей обожают эти машины. Причина номер 1. Здесь все просто и элементарно. Здесь все супер элементарно. Любой русский человек знает, как починить этот автомобиль. Потому что здесь, вот, посмотрите, вот, здесь все супер просто, все понятно. И это здорово, да, ты всегда можешь починить автомобиль. У меня здесь есть такой вот мануал, такая книга с большим количеством фотографий. Да, вот посмотрите, фотографии. Как отремонтировать эту машину. С помощью этой книги ты можешь просто полностью отремонтировать этот автомобиль. Ты можешь сделать все, что угодно. Просто все. Сам. Вот. И второй момент — это, конечно, запчасти. Да, запчасти. Запчасти для этих автомобилей есть в любом городе, в любой деревне, где угодно. И ты всегда можешь что-то купить и поменять.
То есть это очень просто, да, и запчасти очень дешевые. Например, вот карбюратор, да, это модель карбюраторная, не инжекторная. Вот, карбюратор для этой машины стоит, ну, 2000 рублей, может быть, 2500 рублей. Многие части, которые я менял, они стоили 300-400 рублей, то есть очень-очень недорого. Поэтому это такой народный автомобиль. Автомобиль для народа, автомобиль для людей. Давайте поговорим про основные части автомобиля. Да, это автомобиль. И первое, что мы видим, это кузов. Вот это все металлический кузов. И здесь очень хорошее такое крепкое железо. Это еще одна причина, почему ее любят люди. Оно очень крепкое. Вот. То есть это кузов. Вот. Что здесь есть? Спереди есть капот. Да, это капот. Давайте откроем капот. Так, капот. Пау. Вот так открывается капот. Открываем капот. И под капотом мы видим все основные элементы, да, автомобиля. Вот здесь находится двигатель. Вот этот двигатель. Здесь это воздушный фильтр. И вот там находится карбюратор. Вот. Ну, здесь есть еще аккумулятор и радиатор для охлаждения автомобиля. Вот радиатор, аккумулятор. Ну, вот такие основные вещи. Дальше. Еще спереди, да, спереди мы видим бампер. Да, это бампер, интернациональное слово, бампер. Также здесь есть номер. Вот это мы называем просто номер. Да? Какой номер у твоей машины? Да, вот это номер. Затем здесь есть фары. Да, вот здесь есть две фары. И здесь есть фара ближнего света, фара дальнего света. И здесь еще есть поворотники. Да, вот они. Это поворотники. Поворотник левый, поворотник правый. Вот, поворотники. Все очень-очень-очень-очень просто. Дальше, друзья. Здесь есть такая вещь, как дворники. Да? Это стеклоочистители, ну или дворники. Да? Мы называем их дворниками. Вот, вот они, дворники. Здесь есть боковые зеркала. Да, вот это зеркало. Левое боковое зеркало и правое боковое зеркало. И, конечно, есть еще зеркало заднего вида. Да? Оно находится здесь. Это зеркало заднего вида. Хе-хей, привет. Вот, зеркало заднего вида. Конечно, есть двери, да, и каждый русский человек знает этот звук. Послушайте, послушайте. Во, каждый человек знает этот звук. Он точно знает, что это семерка. Ну или какая-то другая машина из классической серии, да, вот такого формата. Вот здесь есть двери, да, есть стекла, здесь есть стеклоподъемник, чтобы поднимать стекло, поднимать и опускать стеклоподъемник. Вот, конечно, есть багажник. Вот, там находится багажник. И здесь еще один бампер. Вот, все очень просто. Интересный элемент – это колеса. Да, вот это колесо автомобиля. И, да, мои диски, они немножко ржавые. Но, кстати, вот обычно эти машины очень сильно ржавеют. Потому что в России зимой на дороги посыпают специальной химией, специальным реагентом, чтобы снег таял, да, чтобы не было снега на дорогах. И этот реагент, он очень вредит автомобилю, он очень вредит кузову, потому что кузов начинает ржаветь, да, вот так вот ржаветь, появляется ржавчина, и затем появляются дырки. Вот обычно в таком состоянии эти машины. Вот посмотрите, это ржавчина.
Но эта машина, она в очень-очень хорошем состоянии. Кузов здесь крепкий и вообще отличный. Вот, друзья, конечно, здесь еще есть покрышки. Да, вот это покрышки. Либо их еще называют просто резина. Да, резина. У тебя какая резина? Зимняя или летняя? Да? У меня сейчас стоит вот здесь летняя резина. Это летняя резина. У меня нет зимней резины. Вот у меня нет зимних покрышек. Ну и последний элемент это... Так, как здесь? Вот так. Вот это, значит, крышка бензобака. Да? Там находится бензобак. Вот, а здесь крышка, вот такая вот крышка. Бензин. Вот. Давайте теперь залезем в автомобиль или сядем в автомобиль, и я вам покажу, что находится внутри. Обычно мы говорим, я буду садиться в автомобиль или я сяду в автомобиль. Но иногда мы говорим, залезай, да, залезай в автомобиль, залезай. Вот. Так что оба эти варианта возможны. Давайте залезем в автомобиль, залезем внутрь, и я вам покажу, что здесь есть. Первое, что мы видим, друзья, это, конечно, руль. Да, это руль. И на руле находится сигнал. Это сигнал. Вот, сигнал. Дальше здесь есть разные переключатели. Вот, это переключатель для дворников. Да, это дворники. Здесь находится переключение ближнего и дальнего света фар. Давайте я вам покажу вот так. Вот, ближний свет и дальний свет фар. И здесь еще находятся поворотники. Да, поворотники. Вот, поворотники. И также зажигание. Вот это зажигание. Давайте заведем автомобиль. Так, ручник, нейтраль. Давайте заводим. Оп. Отлично. Так. Следующая деталь это вот эта часть. Это называется приборная панель. Да, приборная панель. Вот она, приборная панель. И здесь есть бардачок. Да, вот это, вот это бардачок. Вот там есть лампочка. Это бардачок. Затем здесь есть часы. Механические часы. Конечно, магнитола. Да, чтобы слушать музыку. Вот так я подключаю свой телефон таким проводом и могу слушать музыку. Вот. Затем здесь есть прикуриватель. Вот. Это вообще, это просто бомба. Смотрите, как он работает. Ты нажимаешь кнопку, да, ждешь. Готово. Пожалуйста. Можно прикуривать. Кстати, слово прикуривать еще означает кое-что другое, но об этом мы поговорим попозже. Так, затем здесь, конечно, есть печка. Да, печка. Чтобы было тепло, здесь можно включить печку. Вот, сейчас заработала печка. Она дует отсюда, вот отсюда. Вот, видите, здесь, затем здесь есть специальные такие отверстия, да, и, конечно, в ногах. Оттуда тоже идет тепло, чтобы ногам было хорошо, сухо и тепло. Затем здесь есть, конечно, коробка передач. Да, здесь механическая коробка передач, да, механическая трансмиссия. И здесь 5 скоростей. То есть это 5-ступенчатая коробка передач. Да, 5 ступеней. Вот. Дальше на приборной панели мы видим спидометр. Вернее, спидометр, тахометр и разные датчики. Да, вот здесь, например, датчик бензина, да, уровень бензина, уровень заряда
уровень заряда аккумулятора, экономайзер и так далее. Также здесь есть ручной тормоз. Вот это ручной тормоз. Или, как мы называем его, ручник. Да? От слова рука. Ты тормозишь рукой. И, конечно, вот внизу, вот там, да, есть педали. Там находятся педали. Здесь есть педаль газа, педаль тормоза и, конечно, сцепление. Вот, это сцепление. Слышите? Он разговаривает. Забавно. Вот, это водительское сиденье. Водительское сиденье. Это пассажирское сиденье. И там находится заднее сиденье. Заднее сиденье. Еще одна интересная деталь – это аварийка. Да? Мы называем ее аварийка. Но это кнопка аварийной остановки. Но мы говорим просто аварийка. Давайте теперь выучим несколько полезных фраз, да, которые вы обязательно услышите. Вот первое – это: Макс, какой пробег у твоего автомобиля? Какой пробег у твоей машины? Вот это пробег. Да. У моей машины пробег 48 тысяч километров. Да, 48 тысяч километров. Это совсем немного. Вы помните глагол «прикурить»? Да? Или вот так. «Прикурить». Также «прикурить» означает завести машину, когда у тебя сел аккумулятор с помощью другого автомобиля и провода. Да? Ты надеваешь сюда пынк, две клеммы, и от другого аккумулятора ты заводишь свой автомобиль. Это называется «прикурить». Да? Ребята, у меня аккумулятор сел. У меня сел аккумулятор. Дайте прикурить, а? Все водители вас поймут. Но, конечно, чтобы таких проблем не происходило, нужно всегда заряжать аккумулятор. Аккумулятор должен быть заряжен. Да? Телефон должен быть заряжен, и аккумулятор тоже должен быть заряжен. Его нужно периодически заряжать. Какая самая популярная проблема с колесами? Колесо может спустить. Да? О, нет, друзья, у меня спустило колесо. Да? Мое колесо, оно спущено. Ну и что нужно делать со спущенным колесом? Спущенное колесо нужно накачать. Да? Нужно накачать колесо, если его спустило. Вот. Ну и также можно проверить другие колеса и подкачать их немножко. Да? Подкачать. Вот. Накачать колесо и подкачать немного другие колеса. Ну и самое последнее. Это машину нужно заправлять бензином. Да? Чтобы машина ехала, нужно ее заправить. Заправить машину можно на заправке. Да? Поэтому, если у вас кончился бензин или если у вас кончается бензин, то машину необходимо заправить. Ну что, друзья, я поехал, немного прокачусь. Так, задняя, ручник. И потихонечку. Приехали. Моя машина буксует. Слишком мокрая дорога. Ох уж этот задний привод. Тупая машинка.
Ух. Да, Макс, это тебе не мотоцикл водить. Машина, блин, 4 колеса, а? Как все сложно-то. Так, и сейчас мы поедем в горку, поэтому включаем первую передачу. И сейчас мокро, поэтому может быть трудно здесь заехать. О, вот, я начал буксовать. Давай, дорогая, давай. Давай. О, нет. О, приехали. Да, не заехать мне, друзья, в эту горку. Вот она такая там горка. Вот она горка. Но я сейчас буду пытаться. Давай, машинка, давай. Давай, проедем, прорвемся. Давай. У-ху-ху. Блин, телефон упал. Давай, ну чуть-чуть. А, нет. Жопа. Я опять заглох, и мне не въехать в горку. Вчера был сильный дождь, поэтому много грязи. Я не могу заехать в эту гору. Я не могу заехать в эту горку. Вот, посмотрите. Посмотрите, что там происходит. Видите? Мне не заехать. Да. Мне нужна шипованная резина для таких вот случаев. Опять заглох. Да что ж такое, а? Нет, все. Я сдаюсь. Я нашел другую дорогу, и сейчас еду по ней. Вот. Это та улица, на которой я живу. Вот здесь такая вот дорога. Она вся разбитая, к сожалению. Вот, друзья, на этом у меня все. Это видео закончено. Видите, как ее трясет? Вот так вот просто ее колбасит на ямах. Вот. До встречи в следующем ролике. Будьте аккуратны на дорогах. И всего доброго. Пока-пока.